Окей, друзья, мы начинаем нашу еженедельную встречу, но для начала мы посмотрим видео про нашу прекрасную Ирину Бурдину. Ирина Бурдина работает у нас уже 5 лет. Работала. Начинала я с обычного оператора в колл-центре. Я пришла чисто подрабатывать, освободить своих родителей от того, чтобы они за меня платили. Все операторы сидели в носочках, по-домашнему, какие-то пледики, трубочки. То есть, это было нестандартно, интересно. Тогда все было хаотично. В тестовом режиме мы там пробовали, какие-то добавляли критерии, убирали. Я не помню, что конкретно было, то ли позже рейтинг опубликовал, то ли еще что-то. И все, мне Юля звонит и говорит: Ира, еще раз, и мне придется тебя уволить. И все, тут я поняла, что и обидно, и совестно, и все, и больше у меня такой ситуации не было. Да, наверное, бы я хотела его уже знать в идеале. Хочу разговаривать легко и непринужденно. А сейчас переходим к новичкам. К нашей команде присоединилась Комарова Даша. Даша очень любит читать художественную литературу и готовить. А раньше она работала и занималась управленческой отчетностью в крупной табачной компании. У нас в компании она будет заниматься документооборотом, то есть сделает нашу жизнь лучше. А сейчас я. Всем привет, меня зовут Синицына Женя, и у нас в компании я занимаюсь медиапланированием и маркетинговой аналитикой, то есть я работаю в команде маркетинга. И 2019 год стал значим для нас тем, что у нас появился большой фокус на федеральный маркетинг. Во-первых, мы запустили ТВ-компанию и диджитал-компанию, которая будет длиться в течение всего года. Также мы перешли к централизации акций, делая их федеральными. И более того, у нас появился маркетинговый фонд, то есть нам важно не подорвать доверие наших партнеров и обеспечить им рост за счет федерального маркетинга. В целом, важной целью для маркетинга сейчас является увеличение знания бренда Додо Пицца и приход к ассоциации Додо равно доставка пиццы. Но если мы можем легко оценить прямое влияние маркетинга на наш бизнес, то как оценить его влияние на нематериальное, на наш бренд? Для этого в маркетинге существует прекрасный инструмент, как замер здоровья бренда. Замер здоровья бренда – это исследование, которое проводится регулярно для того, чтобы ответить на вопросы, как наш бренд помогает нам в достижении бизнес-задач, как потенциальные клиенты воспринимают наш бренд и вообще, какова наша стратегия коммуникации, насколько она эффективна, резонируют ли наши сообщения с нашей целевой аудиторией и где относительно наших конкурентов мы стоим по всем этим метрикам. То есть мы задались как раз-таки целью проводить регулярный замер здоровья бренда и провели тендер и выбрали исследовательское агентство Тибурон для проведения замера здоровья бренда. Тибурон – это агентство с одной из самых больших онлайн-панелей респондентов в России. Совместно с ними мы уже провели первую волну замера знания в декабре. И сделали мы это специально перед стартом федеральной рекламной кампании для того, чтобы иметь определенную точку отсчета. И сегодня я хочу как раз-таки поделиться тем, какие инсайты мы вытащили из этого исследования и как мы будем их использовать для оценки нашего маркетинга. Для начала начнем с методологии. Вообще мы проводили опрос через онлайн-панель, мы поделили нашу выборку на 4 кластера. То есть у нас были респонденты из Москвы и Московской области, из Санкт-Петербурга, из городов-миллионников и средних городов. Всего за первую волну мы опросили 1900 респондентов. Все из них были в возрастном диапазоне от 18 до 44 лет с равным количеством мужчин и женщин. Еще все респонденты должны были либо заказывать доставку готовой еды на дом, либо посещать рестораны быстрого питания за последние 3 месяца. Таким образом, мы получили результаты как в доставке, так и в ресторане, но сегодня я буду концентрироваться больше на данных о доставке. Так, насколько же здоров наш бренд? Давайте посмотрим на наши первые инсайты.
Инсайт номер один, мы уже довольно-таки популярны. Бренд Dodo Pizza — это известный бренд, который, и более того, мы являемся в целом лидером по top-of-mind знанию. Top-of-mind знание — это, чтобы вы понимали, это он меряется тем, что респонденты спрашивают, какой сервис доставки пиццы приходит вам в голову в первую очередь. И если в прошлом году в Москве мы еще проигрывали по этому показателю нашим основным конкурентам, то сейчас мы лидируем, хоть и не с небольшим отрывом. В Санкт-Петербурге все сложнее, там есть локальные конкуренты Достоевский, «Два берега». Тут мы проигрываем этим конкурентам, они уже давным-давно на рынке Санкт-Петербурга, и они занимаются не только доставкой пиццы, еще и суши, роллов и всего прочего. В городах-миллионниках мы чувствуем себя увереннее, потому что наш бренд присутствует там дольше, чем бренды конкурентов. И в средних городах тут тоже 32% респондентов в первую очередь называют нас как бренд доставки пиццы. Но не все так отлично, и приходит инсайт номер 2. Несмотря на то, что мы популярны, нас знают, но еще не все люди нас попробовали. Данные свидетельствуют об этом. Мы спросили респондентам, а какими вообще сервисами доставки пиццы вы пользовались ранее. И в Москве по этому вопросу, как вы видите, мы проигрываем бренду Papa John's. В Санкт-Петербурге мы сильно проигрываем брендам Достоевский и «Два берега». В городах-миллионниках мы чувствуем себя увереннее, и в средних городах мы тоже выигрываем по пользованию у конкурентов. Отсюда напрашивается инсайт номер 3, который довольно-таки очевидный, то что те города, которые меньше, то есть города в регионах мы чувствуем себя увереннее, потому что там меньше конкуренции, и там бренд Dodo Pizza присутствует дольше. Но помимо общего знания и пользования, нам вообще важно понимать, насколько наша стратегия коммуникации хороша. И поэтому мы попросили наших респондентов, мы составили определенный список характеристик бренда и попросили респондентов оценить нас и наших конкурентов по этим характеристикам. Если вы вспомните предыдущий инсайт, то мы действительно выигрываем по основным имиджевым характеристикам в городах-миллионниках и в средних городах. Но самое интересное, восприятие бренда происходит как раз-таки в Москве и в Санкт-Петербурге, поэтому я сейчас именно на этом и сконцентрируюсь. Итак, Москва. Инсайт номер 4. В Москве мы выигрываем наших конкурентов именно в восприятии сервиса. По удобству и быстроте оформления заказа на сайте респонденты оценивают нас выше, чем наших ближайших конкурентов. Тут респект команде нашего сайта. По вежливости курьеров мы также выигрываем, хоть и не с большим отрывом. В принципе, клиенты думают, что у всех нас довольно-таки вежливые курьеры. Но что интересно, по быстроте доставки мы выигрываем бренд Domino's, у кого как раз-таки вся коммуникация направлена на быстроту доставки. Но в Москве тоже не все так хорошо. Тем не менее, несмотря на то, что мы выигрываем восприятие сервиса, мы до сих пор проигрываем бренду Papa John's в восприятии вкуса и качества нашего продукта. Мы попросили респондентов оценить нас и конкурентов по утверждению, этот ресторан предлагает самую вкусную еду. И тут, как вы видите, мы с большим отрывом проигрываем Papa John's. По восприятию именно качества продукции мы также с большим отрывом проигрываем Papa John's. Вы мне скажете, Женя, Спартак проводит слепые тестирования, они объективно показывают, что наш вкус лучше, чем у Papa John's. Тут важно понимать, что замер здоровья бренда – это субъективная оценка респондентов, то есть это больше то, как они воспринимают нашу коммуникацию и то, что мы пытаемся донести, нежели чем то, как есть на самом деле. Соответственно, основным выводом для нас тут должно быть, что именно в нашей коммуникации мы должны больше концентрироваться на вкусе и качестве нашей продукции для того, чтобы опережать Papa John's по этим показателям.
Давайте перейдем к Санкт-Петербургу. В Санкт-Петербурге, как вы помните, мы проигрываем локальным конкурентам по знанию и пользованию. А это происходит именно из-за того, что мы проигрываем им в восприятии сервиса. По быстроте и удобству оформления заказа на сайте эти бренды явно лидируют. Достоевский, «Два берега». По вежливости курьеров мы также им проигрываем. И по быстроте доставки мы тоже проигрываем этим конкурентам. Важно понимать, что Достоевский, «Два берега» вообще очень давно присутствует на рынке Санкт-Петербурга, у них там активная реклама, и как раз-таки в своей коммуникации они концентрируются именно на сервисных характеристиках, что опять же свидетельствует, что именно поэтому клиенты так их и воспринимают. А что же происходит с восприятием вкуса и качества? Вкус и качество, в Питере интересно то, что Pizza Hut, про которую мы уже давным-давно забыли на предыдущих графиках, гораздо более уверенно чувствует себя в Санкт-Петербурге. То есть по восприятию вкуса пиццы мы проигрываем в СПБ Pizza Hut. Тут важно понимать, что в Санкт-Петербурге у них совершенно другой формат, не тот, к которому мы привыкли в Москве. То есть у них более премиальный формат, другой продукт, соответственно, это как раз-таки и влияет на восприятие бренда. По атрибуту качества продукции мы также проигрываем Папе Джонс и Pizza Hut в Санкт-Петербурге. Но вы меня спросите, зачем вообще это исследование, что оно нам дает и так далее. Во-первых, мы уже из тех инсайтов, что я сегодня вам показала, можем определить определенные точки роста для нашего бренда и коммуникации на рынках и вообще, на определенных рынках и федерально. Но самое главное это то, что мы будем замерять все эти метрики регулярно, то есть трекинг будет проводиться раз в 2 месяца, соответственно, мы сможем видеть динамику этих показателей. Отслеживая динамику, мы можем понимать, как наш федеральный маркетинг влияет именно на бренд и на эти метрики, а соответственно и планировать нашу коммуникационную стратегию более сознательно. Поэтому в феврале у нас уже стартует вторая волна замера здоровья бренда, и я с вами поделюсь уже результатами и что изменилось с того момента. А сейчас я передаю слово Оксане Тюльпиновой.